Как удержать мужчину? Если мы ставим вопрос таким образом, значит, с нами не все окей. Вправе ли мы отказывать партнеру в свободе? Негуманно, несовременно, отдает средневековьем. Посмотрим на ситуацию под другим углом. Удержать минус слова страха и ограничения. Вы, наверное, встречали женщин, вокруг которых буквально роились мужчины. При этом женщины могли не сиять неземной красотой и не отличаться философским складом ума. Их секрет в другом. Эти женщины не провоцируют страх и тревогу в мужчине. Помните великого поэта: чем меньше женщину мы любим. Но 100% верно и наоборот. Мужчина по самой сути своей – охотник. Легкая добыча, которая к тому же панически пытается его удержать, довольно быстро становится неинтересной. Мужчина уходит, пара распадается. Есть одно важнейшее веление нового времени – эры Водолея, начавшейся примерно на стыке второго и третьего тысячелетий. Это поиск и насыщение своей жизни смыслом. Смыслом, который никак не связан с наличием или отсутствием рядом конкретного человека. Это может быть что угодно: творчество, любимая работа, хобби, путешествие. Только смысл нашей жизни делает нас свободными. И только тогда мы можем быть равноправным, интересным, вдохновляющим партнером для мужчины. Партнером, а не тяжкой обязанностью. Обязанностью нести ответственность за человека, который считает тебя единственным смыслом своей жизни. Влюбленные часто говорят эту фразу: «Ты – моя жизнь». Но каким бременем она становится, когда огонь первой страсти угасает? Когда начинаются реальные семейные будни? И вот тогда-то семейная жизнь может стать тихой бухтой радости, когда два человека возвращаются из своих дел, из своей личной реальности на общую территорию. Они рады встрече, рады общению. Они постоянно привносят что-то новое, потому что проводят в семье не 24 часа, потому что их развитие происходит не только в семейном контексте, они получают энергию и вдохновение извне. Моя практика доказывает, что прочные и позитивные супружеские отношения можно сохранить, если женщина сохраняет интерес к жизни, не заключенный целиком только в мужчине и детях. Даже если она и не работает в обычном смысле этого слова. Но она открыта новому и постоянно наполняет семейное пространство позитивным состоянием, а наполнять энергией мужчину, детей, дом – это как раз главная женская миссия, обновляет его и в то же время сохраняет и поддерживает ритуалы, укрепляющие семейные узы. Мужчины за последние полвека поменялись. Теперь многие из них охотно сидят с детьми и не возражают, если женщина зарабатывает больше. Но природа противоположного пола осталась прежней. Общая территория, на которой возник взаимный интерес,
не должна поглощать партнеров полностью. У женщины и мужчины обязательно остаются свои зоны интересов. Если ко мне на прием приходят супруги, полностью растворенные друг в друге и по этой причине лишившиеся друзей, я предвижу серьезные проблемы в дальнейшем. Есть еще волшебная фраза «я тебе доверяю». Произнося ее, женщина обращается к внутреннему идеалу мужчины. Этот идеал – рыцарь, исполненный великодушия и чести. Если вы убедите мужчину, что он для вас и есть тот самый благороднейший из достойных, скорее всего, он постарается соответствовать. Пользуйтесь этой маленькой хитростью. Фото: Get Images.